что если самый показательный момент эры 2026 года BTS произошел не на сцене под ослепительными огнями, а в тихом коридоре аэропорта в Сеуле, когда Чингук наконец открыл рот и сказал то, чего никто не ожидал, когда BTS вернулись в Корею после нескольких недель съемок и специальных выступлений, связанных с Arirang 2026. Атмосфера в международном аэропорту Инчхон казалась тяжелее обычного. Это был не просто типичный хаос вспышек камер, криков репортеров и дрожащих ARMY за ограждениями. В воздухе витало что-то другое, что-то невысказанное. Участники шли бок о бок, одетые в сдержанную аэропортовую одежду, их лица были частично скрыты за масками и кепками. Но даже сквозь слои ткани и усталость что-то в глазах Чингука привлекло внимание. Он просто устал, или он нес в себе что-то, что хотел сказать? Arirang 2026 был описан как исторический проект, амбициозное культурное возрождение, сочетающее традиционное корейское наследие с современным мировым искусством. По сообщениям, BTS участвовали в масштабном съемочном проекте за границей, прежде чем вернуться в Корею для заключительных этапов. Ходили слухи, что в постановке использовались оркестровые аранжировки, традиционные инструменты, сложная операторская работа и концепция повествования, основанная на национальной идентичности. Это было больше, чем просто выступление. Это был символизм. Это было наследие. А Чингук, которого часто считают золотым Макне, во время зарубежных съемок выглядел необычайно задумчивым. Фанаты начали строить предположения за несколько дней до возвращения группы домой. Почему Чингук опубликовал это загадочное сообщение на Weverse? Почему он поделился ночной фотографией из студии без подписи, кроме одного черного сердечка? Почему RM однажды взглянул на него в закулисном видеоролике, как будто намекая на что-то более глубокое? Вопросы множились по прибытии в Корею. Репортеры выкрикивали знакомые приветствия, но один вопрос прорезал шум: «Чингук Си, хотите ли вы что-нибудь сказать ARMY после Arirang 2026?» Последовала пауза, это было коротко, едва длилось секунду, но казалось грандиозным. Затем Чингук остановился. Остальные участники инстинктивно замедлили шаг. Чимин слегка повернулся к нему. Ви поправил маску. Шуга опустил взгляд. RM внимательно наблюдал. Чингук снял маску. Толпа затихла. Спокойным, но уверенным голосом он сказал: «Во время Arirang 2026 я кое-что понял и думаю, что должен поделиться этим сейчас». Почему сейчас? Почему здесь? Почему не на пресс-конференции? Потому что, как Чингук позже объяснил в прямом эфире тем вечером, это осознание пришло не под светом софитов. Оно пришло в одиночестве. По его собственным словам, Arirang 2026 был эмоционально потрясающим так, как я не ожидал. «Когда мы выступали с традиционными музыкантами», — сказал он во время прямой трансляции, «я почувствовал тяжесть истории не просто как BTS, не просто как Чингук, а как корейский артист». Его голос слегка дрожал. Я спросил себя, что значит представлять нечто большее, чем ты сам, было ли это просто художественное размышление или что-то более личное. На протяжении всех съемок за границей инсайдеры заметили, что Чингук оставался после репетиций. Пока другие участники отдыхали, он, как сообщается, сидел с инструменталистами, слушая истории о происхождении Ариранга, о том, как песня пережила колонизацию, войну и культурные изменения. Он расспрашивал о региональных особенностях. Он расспрашивал о текстах, передаваемых из поколения в поколение устно. Один из членов съемочной группы анонимно признался, что он был очень любопытен. Он не относился к этому как к очередному проекту. Во время одной из репетиций, когда оркестр начал играть упрощенную версию Ариранга в минорной тональности, Чингук, как сообщается, закрыл глаза и оставался неподвижным еще долго после того, как затихла последняя нота. Почему этот момент так сильно повлиял на него? В своей прямой трансляции он раскрыл нечто неожиданное. «Я всегда старался быть идеальным», — признался он. Будучи самым молодым, главным вокалистом, человеком, от которого многого ожидают, во время Arirang 2026 я понял, что культуру движет не совершенство, а искренность.
Это заявление вызвало шок в социальных сетях. Совершенство против искренности. Намекал ли Чингук на внутреннее давление, которое он испытывал годами? Он продолжил: «Бывали ночи во время съемок, когда я сомневался, достаточно ли я делаю, соответствует ли мой голос песне, заслуживаю ли я этого места. Заслуживаю ли я этого?» AR/MY отреагировали мгновенно. Как мог Чингук, мировая суперзвезда с рекордными сольными достижениями, сомневаться в своей ценности? Но именно это и сделало его признание таким сильным. За мировыми чартами, аншлаговыми стадионами и вирусными выступлениями Чингук раскрывал свою уязвимость. Он признал, что выступать перед традиционной аранжировкой Эрирнг совсем не то же самое, что исполнять поп-хиты. «Мне казалось, что я не просто пою», — сказал он. «Я заимствую что-то священное». За считанные минуты аудитория прямой трансляции превысила миллионы человек. Посыпались комментарии: «Вы заслуживаете». «Мы гордимся тобой». «Спасибо за то, что ты защищаешь нашу культуру». Но откровения Чингука на этом не закончились. «Есть еще кое-что», — тихо добавил он. Что же могло последовать за таким эмоциональным признанием? Он наклонился ближе к камере. «Я собираюсь начать более серьезно изучать традиционную корейскую музыку». Это заявление ошеломило зрителей. Было ли это временным любопытством или настоящим изменением в его творческом направлении? Он пояснил, что во время Эрирнг 2026 он встретил наставников, которые открыли ему глаза на глубину музыкального наследия Кореи. «Я не хочу, чтобы Эрирнг был разовым проектом», — объяснил он. «Я хочу, чтобы он изменил меня». Как его изменить? Этот вопрос оставался открытым. Аналитики индустрии немедленно начали строить предположения. Сможет ли Чингук включить традиционные инструменты в свои будущие сольные работы? Смогут ли BTS исследовать концепцию, более основанную на наследии, в будущих альбомах? Закладывает ли Эрирнг 2026 основу для более широкой художественной трансформации? Но помимо отраслевых последствий, разворачивалось нечто глубоко человеческое. В момент в аэропорту, когда он снял маску, наблюдатели заметили легкое покраснение в его глазах. Был ли он эмоционален еще до того, как заговорил? Один фотограф позже поделился, это не выглядело постановочным. Казалось, он сдерживал эмоции. Что сдерживал? Возможно, давление, связанное с представлением нации. Возможно, ответственность за то, что его называют мировой гордостью. Возможно, тихий страх не соответствовать истории. По мере продолжения прямой трансляции Чингук раскрыл последнюю деталь, которая полностью изменила эмоциональный ландшафт. «Была одна ночь», — медленно произнес он, — «когда я не мог уснуть, я постоянно прокручивал в голове мелодию Эрирнг и думал о своих бабушке и дедушке». Комната словно замерла. Он объяснил, что Ариран напомнил ему о детских воспоминаниях, семейных встречах, старших родственниках, напевающих старые песни. «Внезапно я почувствовал связь с чем-то, выходящим за рамки славы», — сказал он. «Это заставило меня плакать». Плакать. Чингук редко говорит открыто о слезах. После признания он тихонько рассмеялся, пытаясь разрядить обстановку. «Это не было драматично», — сказал он. «Просто меня переполнили эмоции». Но фанаты поняли всю серьезность этого преуменьшения. Эрирнг 2026 перестал быть просто проектом. Он стал поворотным моментом. Когда BTS впервые объявили об участии в Эрирнг 2026, многие предположили, что это культурное сотрудничество, престижное событие, объединяющее современную поп-музыку с традиционными корнями. Никто не предсказывал, что это вызовет такую самокритику, особенно со стороны Чингука. Что значит, когда мировой кумир останавливается, чтобы задаться вопросом о своем месте в истории? Возможно, это означает рост. Возможно, это означает зрелость. Возможно, это сигнализирует о следующей главе. Позже другие участники ненавязчиво поддержали откровение Чингука.
Рэм опубликовал короткое сообщение: «Искренность всегда побеждает». Чимин прокомментировал во время своей прямой трансляции: «Мы все это почувствовали». Просто Чингук сказал это первым. Ви загрузил черно-белую фотографию традиционных инструментов с подписью: «Мы учимся, мы кланяемся, мы поем». Казалось, вся группа пережила нечто тихое, но значимое. Но откровенность Чингука особенно сильно затронула слушателей, разрушив миф о безупречности без усилий. Годами его называли «золотым». И вот он, признающий свои сомнения. Почему зрители глубже сопереживают кумирам, когда те показывают свои недостатки? Психологи предполагают, что уязвимость публичных личностей делает их более человечными, развеивая иллюзию непобедимости. Признание Чингука сделало именно это. Оно преодолело разрыв между суперзвездой и сыном, между иконой и обычным человеком. Ариран, исторически песня о тоске и стойкости, стала зеркалом, отражающим внутренний диалог Чингука. Достаточно ли он хорош? Почитает ли он что-то священное? Вырастает ли он из совершенства в подлинность? Время его откровения также породило множество предположений. Будущая деятельность BTS остается под пристальным вниманием мировых СМИ. Некоторые задавались вопросом, не намекает ли заявление Чингука на более масштабный тематический сдвиг в предстоящих релизах. Другие истолковали это исключительно как личностное развитие. Возможно, и то, и другое. Возможно, Ариран 2026 год был не столько зрелищным, сколько посвященным переосмыслению. Когда прямая трансляция подходила к концу, Чингук застенчиво улыбнулся и сказал: «Спасибо, что позволили мне говорить честно». Позволили ему говорить честно. Эта фраза подразумевала, что сама честность может казаться рискованной в индустрии, где каждое слово анализируется, где истории тщательно отбираются. Выступать с искренней откровенностью требует мужества. Этот момент в аэропорту повторили на новостных каналах на следующий день. Заголовки гласили: «Эмоциональное признание Чингука после Эрирнг 2026». Золотой Макне говорит о культурной ответственности, поворотном моменте для BTS. Но за заголовками происходило нечто более тихое среди фанатов. РМУАЙ начали делиться историями о своих собственных культурных открытиях. Корейские фанаты выражали благодарность за глобальное признание традиционного наследия. Международные фанаты впервые изучали историю Эрирнг. Ни один проект не вызывал такого диалога. Эмоциональный подтекст откровения Чингука. Это может выходить за рамки музыки. Это говорит об идентичности в эпоху глобализации. Когда артисты добиваются международного признания, они часто сталкиваются с необходимостью балансировать между глобальной популярностью и местными корнями. Чингук выразил это напряжение с редкой ясностью. «Я не хочу потерять то, откуда я родом», – тихо сказал он, простые слова, но глубокий смысл. Ариран существует веками именно потому, что каждое поколение переосмысливает его, не стирая его сути. Возможно, Чингук узнал себя в этом образце, современный голос, несущий древнюю мелодию. То, что произошло после возвращения BTS в Корею, не было скандальным, не было драматичным в смысле таблоидов. Не было конфликтов, не было шокирующих споров. Вместо этого была саморефлексия. А в мире, зависимом от зрелищ, саморефлексия может стать самым неожиданным откровением. Несколько дней назад в сети появились видеоролики, на которых Чингук тренируется с традиционными преподавателями вокала. Хотя официально это не подтверждено, видео выглядело подлинным. На нем он почтительно кланялся перед началом пения. Было ли это предзнаменованием чего-то большего или просто личным путешествием, разворачивающимся публично? В любом случае, повествование изменилось. Чингук больше не просто возвращался с Эрирнг 2026. Он нес его вперед. Последние слова его прямой трансляции звучали как тихое обещание: «Я хочу расти в тех направлениях, которые имеют значение». Как выглядит рост для человека, у которого, кажется, уже есть все? Возможно, это смирение. Возможно, это воссоединение с корнями.
Возможно, это стояние в аэропорту, снятие маски и разговор от всего сердца. И, пожалуй, самый важный вопрос остается без ответа. Если Эрирнг 2026 так глубоко изменил Чингука, как будет звучать следующая эра BTS? Ответ может прийти не сразу, но одно можно сказать наверняка. Когда Чингук рассказал о том, что произошло после возвращения BTS в Корею, он сделал больше, чем просто поделился мыслью, он открыл новую главу. И мир слушает. И по мере того, как мир продолжал слушать, тишина между словами Чингука стала казаться столь же важной, как и сами слова. Потому что то, что действительно произошло после возвращения BTS в Корею, не ограничилось одним заявлением в аэропорту или одним признанием в прямом эфире. Это разворачивалось постепенно, почти незаметно, в последующие дни через жесты, через отсутствие, через едва заметные изменения, которые могли заметить только самые внимательные наблюдатели. Через 3 дня после их возвращения Big Hit выпустил короткий закулисный ролик с Эрирнг 2026. На первый взгляд он казался обычным, участники смеются во время репетиции, музыканты оркестра настраивают инструменты, съемочные группы корректируют ракурсы. Но ровно на 2 минуты и 17 секунд видео был момент, который привел фанатов в восторг. Камера запечатлела Чингука, стоящего в одиночестве на сцене после того, как все остальные ушли на перерыв. Он не пел. Он не говорил. Он просто стоял там, глядя на пустые места в зале. Зачем оставлять этот кадр в монтаже? Было ли это сделано намеренно? Подсказка. Тихое подтверждение эмоциональной тяжести, о которой он говорил. Фанаты замедлили ролик, приблизили изображение, проанализировали его позу. Одни утверждали, что у него были тяжелые плечи. Другие говорили, что он выглядел умиротворенным. Эта неопределенность только усиливала интригу. Затем последовал второй сюрприз. Уважаемый корейский профессор музыки, который, как сообщается, консультировал по поводу Эрирнг 2026, упомянул Чингука в радиоинтервью. Он задавал вопросы, которые большинство молодых поп-исполнителей не задают, сказал профессор. Он хотел понять не только, как это петь, но и почему это существует. Почему это существует? Это различие изменило все. Оно предполагало, что откровение Чингука было не показной уязвимостью. Это было интеллектуальное вовлечение, культурная ответственность, целенаправленное расширение художественной идентичности. Неужели Эрирнг 2026 незаметно становится одной из самых определяющих глав его карьеры? Тем временем ARMY заметили еще кое-что. После прямой трансляции Чингук был необычно тих в социальных сетях. Никаких обычных обновлений. Тишина может быть громче шума. Что он готовил? Начали распространяться слухи о том, что Чингук запросил дополнительное время в студии наедине. Инсайдеры индустрии намекали, что он экспериментирует со смешиванием традиционных вокальных украшений с современными мелодиями. Ничего не подтверждено, ничего не опровергнуто, но предположения усилились, когда в сети появилась зарегистрированная запись об авторских правах на музыку, в которой Чингук был указан как участник песни, предварительно переведенной как «Эхо Ариранга». Было ли это совпадением или первым ощутимым доказательством того, что его обещание развиваться в важных для него направлениях уже начинает воплощаться в жизнь? Эмоциональный резонанс вышел за рамки музыки. В письме, опубликованном в фан-кафе поздно ночью, Чингук написал нечто, что многие истолковали как продолжение его признания. Когда ты путешествуешь достаточно далеко, ты начинаешь яснее видеть свою отправную точку. Путешествуешь достаточно далеко. Имел ли он в виду физическое расстояние во время съемок или метафорическое расстояние мировой суперзвездности? Он продолжил: «Ариран казался мне зеркалом. Рор. Это показало мне не только то, кто я есть, но и то, кем я могу быть». Эта фраза была поразительно интроспективной. Кем же он мог бы быть? Долгие годы Чингук отличался многогранностью: певец, танцор, исполнитель, продюсер, спортсмен, глобальный посол. Однако он редко публично говорил о внутренней эволюции, настолько явно связанной с наследием. Культурные критики начали высказывать свое мнение.
Один обозреватель написал: «Откровение Чингука знаменует собой тонкий, но значительный сдвиг в том, как поп-айдолы выражают свою идентичность». Вместо того, чтобы дистанцироваться от традиций, чтобы казаться глобально нейтральным, он, наоборот, принимает их. В условиях сверхконкурентной глобальной индустрии подлинность часто превращается в брендинг. Но подлинность, основанная на размышлениях, особенно о национальном наследии, имеет иной вес. И тут наступил момент, который ошеломил даже скептически настроенных наблюдателей. Во время небольшого, незапланированного выступления на мероприятии культурного фонда в Сеуле Чингука заметили сидящим в зале, не как исполнителя, а как слушателя. Ни сценического освещения, ни громких заявлений. Просто Чингук в простом черном пальто, сосредоточенно наблюдающий за панцири. В сеть просочилась нечеткая фотография. Почему он пришел тихо, без рекламы? Ответ, казалось, соответствовал его предыдущим словам. Речь шла уже не о зрелище, а об обучении. Но представитель фонда позже подтвердил, что он попросил об анонимности и не хотел прерывать цель мероприятия. Скромность этой детали глубоко задела его за живое. Тот ли это Чингук, который когда-то, будучи подростком, нервно проходил прослушивание, не зная, куда идти? Или это эволюция человека, который достиг всего и теперь ищет смысл за пределами аплодисментов? По мере того, как дискуссии набирали обороты, всплыл еще один аспект. Несколько фанатов пересмотрели старые интервью, где Чингук говорил о давлении, связанном с необходимостью постоянно совершенствоваться. Оглядываясь назад, эти комментарии кажутся ранними признаками внутреннего диалога, который, возможно, кристаллизовался в Rirng 2026. Совершенство было его броней. Искренность становилась его компасом. Но искренность – это непросто. В последующей прямой трансляции несколько недель спустя Чингук обратился к огромному отклику на свое признание. «Я не ожидал, что это вызовет такую широкую дискуссию», признался он с застенчивой улыбкой. «Я просто был честен. Просто честен». И все же честность от человека его уровня имеет влияние. Она формирует дискурс. Она вдохновляет на размышления. Он уточнил, что не отказывается от поп-музыки и не сигнализирует о резком изменении жанра. «BTS все еще BTS», — заверил он. «Мы любим то, что делаем». Но затем он добавил нечто тонкое и, возможно, еще более показательное: «Я думаю, мы можем любить то, что делаем, и при этом задавать более глубокие вопросы». Более глубокие вопросы об искусстве, об ответственности, об идентичности. Закладывал ли проект Rirng 2026 основу не только для Чингука, но и для BTS как коллектива? RM, известный своей философской интроспекцией, позже упомянул в интервью, что проект напомнил участникам, почему важно рассказывать истории. Шуга описал это как обретение опоры. Чимин назвал это напоминанием о том, с чего начинаются наши голоса. Даже Джин, часто легкомысленный в интервью, заметил, это было по-другому, как будто мы брали взаймы что-то ценное. Заимствование чего-то ценного. Эта фраза перекликалась с более ранними словами самого Чингука. Возможно, то, что произошло после возвращения BTS в Корею, было не столько одним откровением, сколько общей трансформацией. Тем не менее, всеобщее внимание было сосредоточено на Чингуке. Почему? Возможно, из-за контраста. Мировая поп-икона, признающая свои сомнения. Солист, возглавляющий чарты и изучающий древние мелодии. Золотой Макне, выбирающий смирение вместо шумихи в мире, одержимым перевоплощением через зрелищность. Перевоплощение Чингука, казалось, коренилось в самоанализе. Затем, как раз когда дискуссия, казалось, утихла, всплыл еще один сюрприз. На частной университетской лекции о современной корейской музыке профессор упомянул недавний разговор с неназванным айдолом. По словам присутствовавших студентов, профессор спросил, должны ли традиции и глобализация всегда находиться в напряжении или же они могут усиливать друг друга. Хотя имя не было названо, момент подогрел предположение, что этим айдолом был Чингук. Усиливать друг друга.
Сам вопрос казался академическим, почти достойным диссертации. Неужели Чингук тихонько участвовал в разговорах? Выходя за рамки простого исполнения, исследуя теоретические основы сохранения культуры и глобального распространения. Если так, то Эрирнг 2026, возможно, послужил толчком не только к эмоциональному росту, но и к интеллектуальному развитию. Спустя несколько недель после первоначального момента в аэропорту, Чингук выпустил короткую вокальную кавер-версию в непринужденной прямой трансляции. Она началась неожиданно, не с западной поп-песни, а с короткого, нежного напевания вступительной фразы «Эрирнг». Всего несколько секунд, почти случайно, но достаточно целенаправленно, чтобы вызвать мурашки по коже. Затем он перешел к современной балладе, тонко сочетая традиционную интонацию с современной фразировкой. Был ли это эксперимент, дань уважения, предзнаменование? Комментарии взорвались в режиме реального времени. Звучит по-другому. Это ощущается глубже. Он изменился. Изменился. Рост редко проявляется в резких скачках. Чаще он проявляется в изменении тональности, в более спокойной уверенности, в смягчении острых углов. В последующих выступлениях Чингук казался одновременно более легким и более уравновешенным. Интервью казались менее сдержанными. Улыбки менее натянутыми. Под его обычной игривостью чувствовалась стабильность. Возможно, самым большим сюрпризом было не то, что он раскрыл, а то, как это, казалось, освободило его. Признав сомнения, он разрушил их власть. Ставя под сомнение совершенство, он принял эволюцию. Почитая традиции, он расширил границы современности. И поэтому вопрос, с которого началась эта разворачивающаяся история, что произошло после возвращения BTS в Корею после Эрирнг 2026, теперь имеет многослойный ответ. Произошло осознание. Произошло признание. Произошли перемены. Но, пожалуй, самое важное, произошло воссоединение, воссоединение с наследием, воссоединение с искренностью, воссоединение с самим собой. В грандиозной истории карьеры BTS Эрирнг 2026, возможно, запомнится не только своим сценическим оформлением или культурной символикой. Возможно, он запомнится как момент, когда Чингук публично обозначил внутренний поворотный момент. Не скандал, не полемика, а тихое пробуждение. И пока фанаты пересматривают этот ролик из аэропорта, Чингук снимает маску, делает паузу, выбирает честность. Этот образ кажется символичным в ретроспективе. Маска снята. Голос успокаивается. На вопрос дан ответ, не идеальный, но искренний. Что произошло? Он понял, что рост не заканчивается глобальным успехом. Он понял, что для представления чего-то большего требуется смирение. Он понял, что иногда самая мощная эволюция начинается не со шума, а с шепота. И если Эрирнг 2026 был искрой, то следующая эра BTS вполне может нести его эхо. Тонкое, искреннее и укоренившееся глубже, чем когда-либо прежде. Мир ожидал зрелища, когда BTS вернулись домой. Вместо этого Чингук подарил им нечто редкое – размышление. И, размышляя об этом, можно сказать, что истинное наследие программы «Ариран 2026» только начинается.